Здравствуйте, мои дорогие! Привет-привет! Вы на канале Зеркальное Таро. Добро пожаловать! Итак, сейчас хочу предложить вам гадание. Давайте мы с вами рассмотрим 3 человека. Я выберу 3 карты. 3 карты, из которых первая карта — это сигнификация человека, который, возможно, есть сейчас в вашем поле, у вас есть отношения, либо были. Вторая карта — это будет сигнификация, если у вас есть человек, который вами интересуется, либо которым интересуетесь вы. Ну, возможно, взаимно там все. И третья карта — это будет человек, которого вы еще не знаете. И при особенных условиях, благоприятных, да, может человек этот зайти в вашу жизнь. Итак, вот у нас с вами, скажем так, 3 мужчины, 3 карты, 3 сигнификации. Давайте будем смотреть первую карту. Для кого-то может быть неинтересно, да? Я поставлю тайм-коды и смотрите, например, тот, кем вы интересуетесь сейчас, и совершенно новый человек. Для тех, кому интересно то, что есть сейчас или было не так давно, давайте рассмотрим этого человека. Итак, на его сигнификацию вышла у нас 9 кубковая. То есть, ну, четко показано, что да, там было чувство. Может быть, было взаимным, может быть, было не очень, может быть, там кто-то вмешался и разрушил это, но основная карта показывает, что да, там была любовь. Ну, давайте тогда рассмотрим этого человека. На данном жизненном этапе, смотрите, ну, во-первых, он находится в каких-то проблемах. Он находится, возможно, в каких-то долгоиграющих проблемах. Опять же, это могут быть долги, поиск работы. Это могут быть проблемы личного характера, это могут быть болезни. Но, по большому счету, он уже выкарабкивается из этих проблем и уже в одном шаге, ну, от того, чтобы все-таки справиться. Финансовое положение тоже сейчас какое-то хрупкое, по крайней мере, ему не нравится, да, бывали лучшие времена. Дальше о нем еще. Ну, то, что касается вам, видите, выходит вас взаимность. Все у вас было, в общем-то, в десяточку, как говорится, да, десятка пентаклевая в десяточку, то есть вы подходили друг к другу, в чем-то было вам очень комфортно, в чем-то, может быть, конечно, здесь вышел паж кубковый, ну, для кого-то показывает, может быть, это муж ваш, да, и у вас дети есть с этим человеком общие. Также может еще показывать, что кто-то вкладывался, возможно, больше в эти отношения, больше дарил свою любовь, нежность, заботу. Возможно, кто-то поплатился за свое излишнее доверие и так далее. О нем смотрим, об этом человеке. Да, здесь показан, смотрите, мужчина, либо с которым был брак, либо с которым был развод. А может быть, конечно, это были планы на брак. Но, тем не менее, вот что-то вокруг крутилось. Смотрите, карта справедливости. Очень часто у нас госорганы и брак. 4 пентаклевая, видите, стабильная жизнь, да, дом, работа, дети. Вот какие-то такие, либо были планы, либо так оно и было. Итак, по жезловому рыцарю, ну, такое ощущение, что здесь было какое-то, возможно, в ваши планы вмешательство. Причем вмешательство могло быть, в общем-то, не столько даже, например, от женщины, а от мужчины или от мужчин. Когда друзья, например, тащат гулять где-то или пить, или, ну, как бы его энергию, его внимание забирают как мужское общество, понимаете? Вот такой момент показан. Страдает ли он от этого? Да, он страдает. Да, он страдает. Он помнит вас. Он интересуется вами до сих пор. Как видите, карта информационных каких-то поисков, то есть он хочет о вас узнать больше. Сердце его до сих пор вам принадлежит, но все изменилось. Карта смерти показывает, что произошла трансформация, все переменилось. Возможно, знаете, когда-то был он рядом с вами, знаете, как король на именинах. То есть все для него, любимый, дорогой, единственный. И он так заигрался в эту игру, да, что думал, что это навсегда. Вот, но случилось то, что случилось. Возможно, уже человек этот не рядом с вами. Для кого-то может проиграться, что этот человек рядом с вами, но есть какое-то напряжение, да.
Так, давайте посмотрим, что дальше будет. Мы его смотрим его же глазами, понимаете? Так, больше всего у него есть страх, если вы еще вместе, это расставание с вами, потому что на самом деле человек этот любит, показан кубковым королем. Очень боится, карта страха и карта ухода, боится вас потерять. Если уже это случилось, то у этого человека просто есть бессонные ночи на эту тему, да, как это он допустил, как это случилось, потому что человек вас любит действительно. Так... Он будет делать к вам какие-то шаги, причем, как видите, как на шахматной доске, да. А если вот так пойду, а как она отреагирует? А вот так, если я пойду, а если я напишу, а если я приеду, а если я цветы куплю, пришлю, да. А если я попрошу прощения, то здесь идет сейчас выбор стратегии, да, как ему действовать для того, чтобы с вами все-таки найти, ну, консенсус, договориться, вот так, может еще с кем-то даже советоваться. И что я вам хочу сказать? Он будет действовать однозначно по пятерке жезловой, будет действовать и ждать результата. Ждать, пока вы, ну, допустим, помиритесь, договоритесь, услышите его и какой-то вердикт принесете. Есть еще некая помеха в виде каких-то то ли друзей, то ли подруг, которых он воспринимает как, ну, друзей, возможно, советуется. На самом деле это для него люди являются помехой. Вот такой расклад у нас. Это у нас первый мужчина, который либо из прошлого, либо, может быть, сейчас такой рядом с вами есть. Так, и посмотрим, если у кого-то есть мужчина, который нравится. Вот просто интересно, да, а нравитесь ли вы ему тоже? Интересуется ли он вами тоже? Вот такое посмотрим. И есть ли у вас, ну, какое-то будущее. Так... Да, есть такой мужчина, пентаклевая девятка, девочки, карта радости, не только денежная карта. Этот мужчина очень любит видеть вас, смотреть на вас, интересуется однозначно, есть человек, вы приносите радость ему своей личностью, да, своим присутствием в одном поле с ним, своими какими-то словами, своим внешним видом, нежностью, добротой, поведением, да, и так дальше, вашей улыбкой. То есть человек радуется, когда он вас видит. Есть такой человек. Вы им интересуетесь, да, вам может просто симпатичен какой-то, может быть, мужчина, а вы ему, он тоже вами интересуется, да, радуется, когда вас видит. Давайте мы его раскроем, этого человека. Затем пойдем совсем нового смотреть. Итак, раскрываем. Раскрывайся. Ну, этот человек, смотрите, он в грезах. Он в грезах. Что такое греза у нас? Ну, это мечты. То есть нет пока действий, но есть мечты. Первая карта, видите, грезы, ностальгия. А зачем ностальгия? Возможно, за искренностью. Может быть, у него была когда-то либо мечта встретить такую, как вы, либо была когда-то, может, в юности, допустим, давно, может быть, женщина, вот, которая ему также зацепила его сердечко, также понравилась, да? А может, когда-то вы ему понравились когда-то, а сейчас снова судьба свела. По-разному бывает. Вот. Карта Луна тоже, вот все мечты, все какие-то иллюзии. Но здесь, знаете, что еще с ним связано? Здесь показана неравноценность в чем-то. Пентаклевая шестерка. Карта нарушения равновесия. Видите, вот одному чаечек наливают, да, человеку, а другому-то и нет. То есть, значит, может быть, он вас видит для себя, ну, к примеру, недоступной женщиной, да, смотрит настолько красиво, ну как к ней подойти там, или и красиво, и умная, и богата, да, или вы начальник, а он подчиненный, или разница в возрасте, или вы замужем, да, а он свободен, или оба вы не свободны. Вот что-то здесь не то, в том плане, что есть мечты, есть грезы, которые разбивают его сердечко, у него, видите, на месте сердечка прямо рана, вот, ну вот что-то как бы неровня для него в его голове. Но он смотрит на вас с любовью. Так, что за человек? Еще давайте посмотрим. А самое главное, в конце мне интересно, будет ли он действовать, да? О нем еще немножечко. Так как о себе вы и так все знаете, правильно? Поэтому мы посмотрим о короле. Ну, король очень перспективный.
Вот если он, допустим, ну, недооценивает себя, да, почему-то ему там кажется, что вы выше, он там ниже, смотрите, какой он перспективный. Жезловый туз, карта фортуна, пентаклевый король, это его характеристика, да. У него в жизни, вы знаете, скорее всего, получится каких-то таких высот достичь, что он и сам пока этого еще не ожидает и не понимает. У него большой потенциал в жизни добиться многого. Ну, как немножко не верит в себя. Может быть, знаете, ну, так человека растили, говорили все время, у тебя не получится, да. А может быть, в первых отношениях, да, или вот в тех, которые были недавно, была такая женщина, которая говорила там, ты никто там, ты и то не достигнешь, и это. Ну вот, может такое быть, что у человека хромает самооценка. На самом деле очень перспективный мужчина. Даже те проблемы возле него сейчас, которые есть, он от них уже освобождается. Это то, что уже прожито, пережито, закончилось. Да? Он говорит, все, goodbye, до свидания этим проблемам. И впереди у него, видите, взлет карьерный, удача, фортуна, деньги, все у него прекрасно будет. Может быть, он тогда для себя и сделает выводы, что он и может к вам позволить подойти себе, да? Ну что ж, вот такой мужчина вам нравится, и вы ему тоже нравитесь. Это кто-то такой, ну, вы замечаете этого человека, он есть в вашем поле, да, или на работе, или вы дружите, или вы как-то чей-то знакомый, чей-то друг, чей-то брат. Так, может, в соцсетях переписываетесь, да? Ну, давайте посмотрим, будет ли он все-таки действовать. Мы видим, что он очень перспективный. Затем совсем нового рассмотрим короля. Итак, действия. Ну, колесница сама по себе говорит, что да, действовать он будет однозначно. Это и есть карта действия. Причем, знаете, такого действия по большому счету. Вот не просто смс-очка, а прям когда вот человек идет, не знаю, цветы покупает, да, встречает, например, после работы, говорит, ну, давайте пообщаемся, давайте прогуляемся, давайте выпьем кофе и так далее. Это уже такое основное такое, скажем, действие. Плюс пентаклевый туз вышел. Значит, когда он будет действовать, у него есть очень большой шанс. И это касается даже тех женщин, которые, вот то, что мы только что рассмотрели, да, у вас есть мужчина, но там у вас не получилось, не сложилось, не чувствуете себя счастливой. Поэтому для вас этот вариант вполне тоже может проиграться. Может быть, это по работе. Видите, восьмерка пентаклевая вышла. Может быть, это человек, работа или какие-то дела, да, деловой какой-то клиент, может быть, ваш, или вы его клиент, да. Так, но дорога, как видите, шестерочка мечевая, как бы она и трудновата, его дорога к вам, и тяжеловата, но она состоится, да. Шестерочка, карта дороги, колесница, карта дороги. И тут все успешно, все идет как бы к успеху. То есть я вижу, что вы будете рады тоже этому контакту, этому приглашению, и вы воспользуетесь этим шансом, да, вы проведете вместе время, и дальше уже, как говорится, как пойдет, как вы уже выберете для вас. Ну, совет от карт давайте посмотрим, да, и пойдем дальше смотреть третьего мужчину, которого вы еще не знаете. Так, совет от карт для вас. Прежде всего, вам нужно закрыть дверь за старым, то, что уже разрушилось. Что-то есть, то, что потеряно, и то, что разрушилось. Вам нужно за этим закрыть дверь из своей головы, выбросить прошлое. Самое главное, не цеплять на этого мужчину никаких ярлыков. Не сравнивать его с каким-то прошлым, с каким-то бывшим. Да? Это совсем другой человек. Он по-другому живет, по-другому дышит и совершенно по-другому будет действовать. Да? То есть закрывайте дверь за прошлым, которое вам не понравилось, да? Которое все уже, пускай там сыпется, раз вам там плохо было. И стройте планы с этим человеком. Стройте. Мироздание вам подсказывает, да, что вы можете строить планы с этим человеком. И эти планы приведут вас, видите, нулевой аркан,
новый путь, новая дорога, новая жизнь. Здесь были очень хорошие карты, вы помните, да, у нас здесь пентаклевый туз, ваши шансы, прямо на туз вышла новая дорога, поэтому вот вам нравится этот мужчина, вы ему нравитесь, да, дайте ему, пожалуйста, шанс, и вам тоже, собственно говоря. Вот такой у нас мужчина, да, который вам, ну, вы симпатизируете, допустим. И еще один у нас здесь король, совсем новый человек. Ух ты! Смотрите, в каком образе показался нам, показан. в образе мечевой королевы. Давайте мы это обсудим. Итак, что эта карта нам говорит? Ну, во-первых, этот человек очень умный, мудрый, принципиальный. Ему, как вам сказать, трудно свое мнение навязать. Он старается во всем дойти до самой сути, сам разобраться во всем. Очень любит информацию. Возможно, работает где-то в сфере информатики, там, ну, журналистом, допустим, да, что-то вот связано, или, допустим, программистом, да, что-то связано, допустим, с интернетом. Дальше. Этот человек сейчас свободен. От прошлого он уже как бы отгородился, да, что было, то было, ну, свободен. То есть не женат, не встречается ни с кем, там, не влюбляется, занят как бы своей жизнью, да, свои какие-то планы строит. Так, у него большие планы на жизнь. Вы видите, да, что здесь вот персонаж сидит у нас на воздушном шаре, который обязательно взлетит, да, и человек достигнет каких-то больших-больших высот. И это будет благодаря его голове. То есть здесь очень умная голова. В то же время по характеру этот человек — это воздушная стихия, этот человек подходит ко всему как-то больше с логикой, чем с чувствами, понимаете? Ну, вот такой у нас здесь выпал характер, показался. Итак, то, что человек показан в образе мечевой королевы, не обращаем внимания, мы здесь, любая карта, нам просто характеристика мужчины, поняли? Так, вот это новый такой будет у вас человек. Ну, знаете, есть такое выражение, да, настоящий полковник. Ну, вот здесь вот так, да. Будем раскрывать сейчас, интересно. Новый, совсем новый человек. А видите, вот он строг. Прежде всего, кстати, к себе строг, да, и, допустим, к подчиненным своим. Но очень светлая душа, добрый человек, теплый человек. То есть дома он может быть на работе, быть насколько угодно строг, но дома с любимой женщиной, там, с детьми, допустим, да, со своими друзьями и родными, человек очень теплый, буквально солнышко ясное, поняли? Он разграничивает себя на работе и себя дома. Карта Солнца очень хороший знак для мужчины. Карта влюбленные. Старший аркан и пентаклевая пятерка. Итак, смотрите, он в жизни как-то как не добрал любви. Возможно, допустим, человек, ну, все может быть, да, рос без мамы. Или были, ну, бывают такие родители, которые очень на себе сосредоточены, там, на карьере, допустим, да, возможно, мало уделяли в детстве внимания, и ему как недостаток любви, недолюбили как человека. Может быть, был неудачный брак, неудачные отношения, да, когда человека недолюбили, а ему очень это надо, как и всем нам с вами очень это надо. Карта влюбленная, старший аркан вместе с Солнцем, да, он сосредоточен сейчас, он хочет встретить свою половинку, подарить заботу, внимание, счастье и тоже, конечно, быть счастливым и получить взамен, потому что он уже в своей жизни как-то, скажем так, нахлебался, как видите, да, каких-то, ну, недостатка любви, вот так сложилось. Ну, давайте о нем еще немножечко раскроем, да. Пожалуйста, мечевой король, еще нам, это его еще одна сторона. Так хотела сказать, вот будет удивительно, если сейчас третий король выйдет. Итак, а вот вышел у нас король с королевой. Я вижу, что это уже спаровались здесь мужчина и женщина, да, это уже будете вы и он.
только уже в новых энергиях, да, показывает то, что рядом с вами этот человек будет очень меняться. Вы будете его зажигать, да, и не только страсть, а его желание жить, радоваться жизни, делиться вот этой радостью жизни с вами, да. Я вижу, посмотрите, как вы смотрите друг на друга, да, видите, как карты выпали. Здесь будет такое пронизывающее чувство, возможно, даже любовь с первого взгляда. Может, все может быть. Смотрите, видите, вот он сейчас никого не любит. Видите, как показан он, да, вот этой первой картой. А вот встретит вас и загорится. И захочется жить, захочется радоваться жизнью и делиться всем самым прекрасным с вами. Насколько вы будете парой, насколько вы будете подходить друг к другу. И если, допустим, сейчас у вас тоже, да, не очень-то хороший период, и так как-то, ну, как-то хмурые все дни, даже те, которые солнечные, да, то, опять же, прошу прощения, вы знакомитесь и посмотрите, насколько вы становитесь солнечной, лучезарной, привлекательной. Как будто бы даже то, что уже давно забыто, все равно включается, да? И, ну, будете вы, конечно, очень красивой еще парой. Вы можете и внешне быть похожи на самом деле, да? Брюнет и брюнетка, да? Или блондин и блондинка. Можете быть похожи, как брат и сестра на самом деле. Ну, здесь взаимность идет, это понятно. Так, давайте его раскроем, возможно, профессию. Хотя, ну, первая карта много нам сказала. Ну, может, мы подробнее чуть раскроем. И что-то о нем немножко из его прошлого. Итак, ну, на работе он руководитель. Видите, вышел у нас здесь император. Руководитель, ну вот прямо сейчас, вы знаете, он в каком-то затруднительном положении, да, ему нужно сделать какой-то выбор, и долгое время он не может сделать какой-то выбор. Это связано с работой. Давайте раскроем. Знаете, такое ощущение, что работа у него очень много времени забирает, когда вообще нет, ну, нет реально свободного времени уделить даже себе, ну, своей любви, своей там построению семьи, да, и он как устал немножечко от этого всего, либо устал быть, например, руководителем, да, ему хотелось бы, ну, простую такую рядовую должность, потому что, допустим, он с утра до ночи на работе, потому что у него вот есть мечта, да. То есть даже если ему работа очень сильно нравится, она трудная, он справляется, но у него есть свои какие-то мечты на этот счет. Видите, в руках сидит вот человек, да, персонаж, держит землю, а глазками устремлен все равно на Луну. То есть ему чего-то хочется, другого, либо большего. У него сейчас возможно, ну, не то что перетрубация на работе, но он как будто вот зреет уже к этому. Еще так скажу, здесь может быть, если у человека работа, разъезды, либо какой-то вахтенный метод. Здесь он может, после того, как вы увидитесь, встретитесь и загорится ваша вот эта любовь, он может задуматься о том, что он хочет поменять работу. Просто чтобы быть вместе, чтобы быть парой, да? Вместе засыпать, вместе просыпаться, а не приезжать там раз в месяц домой. Понимаете? У него будут такие мысли. Он будет что-то менять ради вас, как пары. Так, хочу немножечко еще, немножечко его прошлое. Так, ну, вдруг вам будет интересно. Так, ну, женщин у него было много. Вышло сразу 3. Но дело в том, что действительно он импозантный, он интересный, он умничка. Конечно, было много. Возможно, был женат. Императрица показывает часто жену. Вот, возможно. Ну, без разницы, да, женщин было много. Много было дорог, попыток. Он мечтал найти свое, построить семью. 7 кубковая, это его мечты, это его планы, это его грезы, в то же время это иллюзии. Поэтому я так понимаю, те женщины, с которыми он встречался, ну, не подошли ему, не получилось с ними вот достичь и построить то, что ему хотелось, то, о чем он мечтал. Чего-то не доставало. Скорее всего, именно вас он встретит и найдет то, ну, чего ему не доставало в других женщинах, правда? Так. Совет от карт. Давайте. Совет от карт для вас. Этот человек закроет вас от проблем, от невзгод. И даже когда
Вы не будете этого, скажем, то ли ожидать, то ли не будете к этому готовы. В силу тоже вашего образа жизни, вашего воспитания и так дальше, да, он всегда будет возле вас и будет вас защищать. И я хочу сказать, здесь этот человек даже вас защитит, закроет от дьявола. Что такое у нас в этой триаде дьявол? Девочки, это возможно, например, если когда-то давно, а это давно, это за вашей спиной, давно, была какая-то в вашу сторону порча, либо какое-то словесное действие, либо какие-то кармические там узлы и так далее, да, все, что связано с дьяволом. Вот он стоит и держит этот зонтик над вами, он вас закроет и защитит силой своей энергии, силой своей любви, а также, возможно, он реально настолько сильный человек, что его биополе вас просто полностью закроет от этих каких-то вмешательств. Либо если какие-то женщины бы хотели, допустим, как-то, ну, видите, у него полно женщин было, как-то повлиять и вам, ну, принести какой-то негатив, он это ничего не допустит, он вас закроет от этого дьявола. И наоборот, вот смотрите, этот мужчина по иерофанту даст вам очень сильную защиту. Сильная защита. Опять же, императором он показан. То есть мужчина номер один в вашей жизни дан и подарен вам небесами, вашими ангелами-хранителями, одобрен. Понимаете? Человек, который послан вам. Буквально ваша судьба. Ваша пятерочка кубковая, вот то, что сейчас, ну, разделяет, можно сказать, вас и его, между вами это есть. Это вот и тоска любовная, это когда, да, недолюбили, какое-то болото. У него сейчас тоже такое же болото, понимаете, когда, ну, не те люди окружают, не тот человек, да, который не умеет ни ценить, ни любить. Это есть сейчас и в вашей жизни, и, скорее всего, и в его жизни. Вот, но идет вам помощь. Вот мироздание, видите, через иерофанта, это у нас духовность, традиции, это вера, это эзотерика, это все сюда ходит в эту карту. То есть вам идет вот это знакомство, оно вам, знаете, как, ну, судьбой предрешено. Вот такой человек зайдет в вашу жизнь, как говорится, получите, распишитесь, да, вот такой у вас с ним прогноз будет очень хороший. Поэтому настройтесь, мои дорогие, встречайте нового мужчину. Если у кого-то сейчас нет никого, либо все, что есть, не то и не так, да, не подходит, не нравится, не дает вам счастья. Вот такие варианты, дорогие мои, вот такие мужчины на пороге. Ожидаю от вас комментариев, ожидаю от вас подписку, лайк. Это ваше мне спасибо, и мне будет это очень-очень приятно. Спасибо, дорогие мои, до новых встреч.